Привет, ребятки! В одном из предыдущих роликов я рассказывал про результаты тестирования банок Samsung 50S. Прошли они во время теста два цикла заряда-разряда, но результаты тестов меня как-то не сильно впечатлили. Вот это, скажем так, худшая банка, да, с тестов. Но ориентироваться на эти показатели полноценно я, к сожалению, не могу. Дело в том, что химия после хранения надо разогреться. И разогреть за один цикл ее нельзя. То есть надо сделать цикла 3-4, лучше 5. А 112 банок на 5 циклов, это сколько получается? 560 зарядок-разрядок. Ну, это можно чокнуться. После двух циклов банки показывают емкость от 4900 до 5000. В принципе, разлет небольшой, там несколько процентов, да. А вот по внутреннему сопротивлению разлет емкости составил от 4 миллиом до 17. И ориентироваться на эти показатели немножко стрёмно. Я считаю, как это связано с тем, что это токовые банки, у них изначально низкое внутреннее сопротивление, и оно достаточно сильно зависит от многих факторов. Поэтому вот этот вот дешевый тестер Torch, он показывает внутреннее сопротивление на старте зарядки, но его нельзя воспринимать за объективный показатель. Почему так? Вот 112 банок прошло 2 цикла, я вижу, что есть разлет, и взял, допустим, выборочно 6 или 8 банок, точно не помню. У одних емкость была ниже, чем 4900, а у других ARDC, внутреннее сопротивление, было там 17 или 18 миллиом, и загнал их на третий цикл. То есть мне было интересно посмотреть динамику, да, что после этого будет. И что я увидел на выходе, да, то есть банки прошли еще третий цикл, химия еще разогрелась, емкость выросла ненамного после этого теста, да, на третьем цикле. То есть там было, допустим, 4900, стало 4940, 4950. А внутреннее сопротивление значительно снизилось после того, как химия разогрелась, да. То есть там были банки 16-17 миллиом, а после третьего цикла они стали 10-11. И поэтому вот объективно ориентироваться на этот показатель внутреннего сопротивления, ну вот, допустим, конкретно с таким тестером, я не вижу смысла. То есть лучше все-таки ориентироваться на емкость. Да, я согласен, есть iCharge Duo, который внутреннее сопротивление меряет циклически там раз 20 или 30 на протяжении всего теста. Когда банка еще не холодная, как на торче, на старте, а когда она уже разогрелась, да, имеет больший потенциал. И он все эти сопротивления там, да, он как-то пересчитывает по своей логике там 30-40 показаний, суммирует, вычисляет среднее и показывает более-менее адекватный показатель. Но вы меня извините, этот тестер стоит 400 баксов. Я за 400 баксов еще 3 года назад по старой цене собрал себе первую батарею. Ну, я пока не готов как бы к таким расходам. Поэтому будем работать, исходя из того, что есть в наличии. Банки я перетестил. Ориентироваться на внутреннее сопротивление смысла не вижу. Буду ориентироваться на емкость. Потому что реальное внутреннее сопротивление мы увидим, ну, наверное, циклов после 5, да. И одно дело, когда вы батарею поставили на 5 циклов уже в сборке 112 банок, да.
и за 2 или 3 дня увидели, ну, конечный результат, да, есть ли разлет по секциям или нет. И другое дело, когда вы запускаете 112 банок на 5 циклов, это занимает месяц, может быть, полтора. Ну, это просто как бы, ну, нереально. Так что буду сортировать банки по емкости, да, и собирать батарею. Полностью ее упаковывать не буду. Прогоню уже в сборе, да, зарядкой, разрядкой. Цикла 3, 4, может даже 5, ну, помимо вот этих двух, да. Посмотрю, есть ли разлет между секциями. И в крайнем случае переразберу какие-то блоки и какие-то банки поменяю местами. Значит, банки сейчас уже отсортированы в 16 блоков под сборку батареи 16S7P. И мы к этому еще вернемся. Но сейчас самое полезное, чем я хочу с вами поделиться, это сама логика сортировки, да, этих аккумуляторов. То есть мы получили цифры, да, в каких-то заведомо определенных попугаях, и по этим цифрам надо эти банки как можно быстрее и как можно точнее разложить. Попугаев у нас два типа: емкость и сопротивление. Так как снять адекватно замер по сопротивлению, ну вот именно конкретно на вот этом типе токовых банок не получается, то, соответственно, сортировать мы их будем только по емкости. Значит, вот у нас, допустим, есть какая-то кастрюля, скажем так, с банками после теста, на которых записаны данные, ну, в текущем случае только емкость, да, мы учитываем. Вот банки лежат в этой емкости, мы их из этой емкости достаем и начинаем выкладывать вот в такой вот ряд, начиная от самой меньшей емкости к самой большей. Ряд будет достаточно длинный. Если вы будете делать его в одну линию, то это получится метра 2, может даже и 3. В зависимости от того, сколько банок у вас в сборке. Ну, я делал немножко проще. Я делил ряд на 4 или на 5 частей. Но самое главное, чтобы первый ряд был с наименьшей емкостью, второй ряд с чуть большей, третий еще с чуть больше, и пятый ряд он с максимальной емкостью. И в этом ряду все банки выложены по порядку. То есть, видите, 4860, допустим, 4870, 4905 миллиампер-часов. И дальше самый цимис вот этого сценария, да. То есть обычно там люди составляют какие-то таблички, идут в какой-то там онлайн-сервис, калькулятор, хуятор, еще какую-то срань. И начинаю там нумеровать банки, еще какие-то подписи делать, и потом из этих табличек собирать какую-то срань, извините меня за мой французский. На самом деле, по факту, все намного и намного проще. Никакие сервисы, никакие таблички, хуички и марички вам не нужны. А все делается намного проще. Вот у нас есть 16 коробок, в которые надо разложить по 7 банок. Ну и, условно говоря, допустим, слева направо мы идем первый ряд 8 коробок, да, и второй ряд с 9 до 16. И рядом у нас выложен длинный ряд банок, в котором старт это, допустим, 4910 миллиампер-часов, финал это 4980. И с конца этого очень длинного ряда мы начинаем выкладывать банки по порядку с первой секции до 8, потом с 9 по 16. Дошли до конца. Соответственно, крайняя максимальная емкость в этом общем ряду, она уменьшилась. И потом мы начинаем идти обратно. Еще одну банку положили в 16 блок, в 16 коробку. И пошли дальше
к 9 и от 8 к 1. Емкость, соответственно, на первом блоке еще уменьшилась. Мы положили туда еще одну банку и пошли в обратном направлении. Итак, 7 раз. И теперь давайте посмотрим вместе с вами, что при такой технологии получается на выходе. А на выходе у нас получается что? Вот смотрите, разлет банок был не супер большой, но приличный. От 4900 до 5000, да, у меня. И вот мы смотрим, да, левая половина блоков, суммарная емкость по банкам. 34 625, 34 610, 34 605, 615. Смотрим правую половину. 34 610, 605, 600. Ну вот 595 есть. Один блок немножко как бы вылетел. То есть после первой же раскладки, без всяких табличек, без всяких сервисов, у нас все блоки практически зеркальные по суммарной емкости. Минимальный блок 34 595, максимальный 34 625. Если вы возьмете калькулятор и разделите эти две цифры, то вы получите погрешность измерения около 0,1%. Даже меньше. Погрешность сортинга. Правильно. Ну, так как емкость всех блоков плюс-минус одинаковая, то при сортировке их уже при сборке в блоке батареи, в принципе, уже все равно, да, где их ставить, от плюса или от минуса. Но так как от плюса деградация идет быстрее, то с учетом того, что емкость во всех блоках суммарная практически одинаковая, я все-таки постараюсь к плюсу поставить те блоки, в которых разлет и емкостей между банками меньше. То есть там, чтобы было там 4940, 4950, 4960. А те блоки, которые будут идти у минуса, да, они деградируют меньше, соответственно, я там буду ставить, допустим, 4910, 4950, 4990. Так батарея проживет дольше. Ну и что мы сейчас видим по факту? Все блоки по емкости суммарной практически одинаковые. После 3-4 цикла банка добавит еще где-то 50-60 мАч. В 7П это, соответственно, будет 7,642, где-то 400 мА. 34 600 и 400, 35 тысяч. То есть эти банки Samsung 50S, они отдают 5000 мА при любых токах. 5 ампер, 10 ампер, 20 ампер разрядка, они 5000 свои отдают. И, соответственно, у меня будет батарея 34 600 и 435 тысяч, будет честных 35 ампер-часов на 60 вольт. 35, я думаю, это минимум. То есть после нескольких циклов там банки выйдут вообще за 5000. Но это мы уже увидим после сборки батареи и ее дальнейшего циклирования. 3-4 цикла батарею под себя прогнать, я считаю, вообще не зазорно. Вот такая вот сегодня информация по поводу сортировки батареи. Пишите в комментариях, как вы сортируете банки, да, перед сборкой АКБ. Задавайте вопросы. Ну а с вами сегодня, как всегда, был Андрей. Пока-пока. Удачи!